very windy. Luckily we are very close to the car. Oh. Trees falling. It's very dangerous, guys. Вот хорошая атмосфера и погода все портит. Прибалтийский климат. Прибалтийский климат, да. Помочь тебе? Давай возьму лопату. Давай. Тогда удобнее с ней. Ну окей, давай. Guys, I'm looking like Apache. Am I? Раймон, пару слов. Куда мы сейчас направляемся? Расскажи, пожалуйста. Ну, наш знакомый человек ведет нас к бывшему фундаменту. Здесь еще не был, и может что-то и будет. То есть посередине леса находится полянка, на которой находится старый фундамент. Когда здесь жили люди, правильно? Здесь находился дом. Ну, сейчас мы дойдем на место и все увидим, точнее. Ну расскажи, как ты сегодня? Нормально? Не устал еще? Тяжело продвигаться? Рамоха. Ну, скажем так, путь сложноват. Пусть нелегкий, да. Ну, ребята знают, что у тебя немножко проблемы со здоровьем. Но ты делаешь все хорошо. Я тобой горжусь, Рамоха, реально. Так что... Спасибо. Ну... So guys, let's throw the coin to the forest. Let's pay to the forest spirit. Yeah, and maybe after 100 years the younger generation gonna find this coin, the guys like us, and they will be very, very happy. They found 10 euro cents. There used to be something in here. Это вот это фундамент, да? Basically this is the foundation, guys. So our search starts right here. Ну, Раймон, давай, пока ты загружаешься, расскажи нам, пожалуйста, что ты увидел, твои первые впечатления о данной локации. Ну, я вижу каменные плиты, каменные, тесаные. Что это было, пока сложно будет сказать. Просто очень интересно, что посередине леса находится маленькая полянка и старый фундамент. То есть здесь когда-то жили люди, да? Ну, что-то связано, да, с людьми. Какой-то лесник или, не знаю, может даже какой-то леший здесь жил. Потому что, ну, как-то реально странно. Кругом болото, лес, старая дорога.
Может, что-то связано было и с войной. Какой-то офицерский штаб, может быть, находился, да? Потому что блиндажи находятся очень близко. Или вернее, то, что осталось от блиндажей, правильно? Да, ну здесь тоже могло, да, это быть. Расскажи, что в таких местах обычно бывает, что ты находил в похожих местах, и как здесь надо именно себя вести с металлоискателем, чтобы найти какие-то артефакты? Обычно в таких местах, если был дом, могут быть какие-то бытовые вещи старинные, какие-то монеты. Ну ладно, давай тогда не будем отвлекаться, начнем наш поиск. Да. Эдвард уже начал делать первые шаги к поиску артефактов. Basically, Raymond found something already. Had a signal. Давай, что там такое? Первое доказательство, что здесь что-то было, что люди здесь были. Но что это, сказать очень сложно. Какой-то металлический ящик от чего-то, да? Или какой-то даже светильник, что ли? Больше напоминает, хотя и не совсем. Ну, какая-то очень интересная находка. Видно, что старая, правильно? Ну, судя по земле, да. Слишком на земле. Может, какой-то фонарик военный? Нет? Что-то были подобные, похожие. Ну, у немцев были. Но такие я не знаю, не видел еще ничего похожего. Пока положим здесь. Давай, да. Пряжка. Угу. Колото ремня. Угу. Может быть, даже от военного, правильно? Да. Давай я Раймонда отнесу, спросим. Ну, вот сейчас наш знакомый Эдик нашел такую пряжку. Или от военной амуниции, или от лошадиной какой-то пряжки, что-то такое. А может быть и военная для какого-то подсумка, сумки. There's a swamp everywhere around us. It's very interesting, actually. What could be here in the past? Definitely foundation is in here. Здесь была находка. Я думаю, что это связано от техники. Какой именно техники? Трактора, гусеничные трактора, может быть, да? Ну, я техник не специалист. Но цветной металл тоже. Вот такая. Это точно не со времен Первой мировой войны, правильно? Очень она выглядит как-то хорошо. Это запчасть, деталь. Все так это можно назвать. Ну, знакомый подсказал, что это деталь, корпус от магнита. Пускач для какой-то техники. То есть пускач заводил двигатель, правильно? Да. То есть это запчасть для старта двигателя какой-то сельскохозяйственной техники, да? Какой техники уже не скажем, нету надписей. Тоже пока сложно сказать. Но какие-то находки на этом фундаменте есть. И сигналов очень много, продолжаем дальше искать. Сигналы есть, только нам мешает, уже не сезон копать в таких местах, нам мешает вот эта вот вся растительность. Земля здесь такая довольно богатая, в лесу песок, а здесь темная земля. Сигнал цветной, но что-то будет похоже.
похоже, какой-то сплав цветной. Где достать? А, это ключ, да? Да, это ключ тоже какой-то техники. Ключ от техники, чем-то похож на советский, но не совсем. И Ключ. судя по металлу, это давно уже лежит, сильно окисленный. Ну, как находка на... Ну да, только You can hear the sound when the shovel hits the metal. You can hear the typical metal sound. возможно лопата. Looks like another shovel, yeah? Yeah, no. Что это такое? What it might be? Но какая-то крышка или дно от чего-то, да? Есть отверстие, похоже на катушку от связиста, но это не то. Что-то скрывалось. Здесь могла быть свалка, правильно? Возле дома. Да, вполне возможно, что была свалка, потому что сигналы идут такие бытовые. There is something else. I can hear the sound. Horseshoe! Oh, nice finding. Подкова, It's a horseshoe, yeah. подкова лошадиная, как у нас считается, находка на счастье. So this is fine for the luck, as Raymond just told to me. Ну, значит, здесь были и лошади когда-то. Что ты говоришь, что могло быть? Колодец. Ага. Воду брали. Очень глубоко, да? Ну, не сильно. Где-то метр. Ну плюс здесь еще болотная местность, и это, наверное, заболотилось, как бы, правильно? Интересно. Что ты нашел, расскажи. Сейчас я нашел такая металлическая кружка. И именно такая расцветка была в Первую мировую войну. Зеленая с белыми пятнами. Есть клеймо, но окисленное, ничего не понятно пока. А чья армия использовала такие кружки, такую расцветку? Обычная российская, но изготавливались такого цвета в Польше. Ну, у немцев тоже были походу, только немножко здесь зеленовато, голубая какая-то. У немцев было такого голубого-синего цвета. Ну, сейчас пока что такая первая находка сегодня, именно по войне. Ну, пока положим. This doesn't look good. It's supposed to be raining next hour, but very hopefully it will not be rainy today. So fingers crossed, because we have big plans for today's video. Guys, unfortunately it rain starts, so we have to move back to the forest. The rain starts right now and we have to move back to the forest. We need to leave that location because we don't want to get our cameras, our metal detectors get wet. So it's a bit too expensive, to be honest. And we are going to the former Russian positions, so we might search for some historical artifacts over there. Guys, basically we moved back to the forest to hide from the rain.
and we moved to the former Russian army positions, and you can see right now it used to be a dugout, but look at the size of it. Oh, it's very huge. So I spoke to the guys and they all think it used to be a soldier barracks over here. This is the place where the soldiers used to sleep. So we will try to search for some artifacts right here. So basically, guys, look at the size of this dugout. See our friend, and you can compare his size and the size of the dugout. It's massive. It goes all the way there. Right now I'm inside this dugout, look. So Raymond is there. То есть это, возможно, от японской винтовки, да? Да, потом дома помою, гляжу получше. Ну, она какая-то длинная, на мой взгляд, да? Ну, пуля сама, да. То есть это однозначно не от винтовки Мосина. Винтовки Мосина, они были потолще. Так, его с собой не взял для образца. Ну, военная находка уже есть. Another dugout used to be here. Look at the size of it, and now it's water in there. Guys, we found an object after which one some strange things began happen to us. Everything seemed to be fine and the mood was great and the weather improved, but we felt that something was wrong. It's a feeling that can't be explained. Stay tuned, we will definitely come back to this item, but in the meantime, let's see our other finds. Или пломба, может. Ну, явно не монета, слишком легкая. А если монета, то и много лет будет уже. Что это может быть, Роман? Пока не знаем, на монету не похоже, металл. А если бы это была пломба какая-то для ящиков амуниции, она была бы свинцовая. Но сейчас уже будет, наверное, трудно разобрать, что это такое, правильно? Ну, почистится. We just found another bullet, guys. Это от винтовки Мосина, Раймонд, да? Да, это винтовки Мосина. Yeah, guys, it's from the Russian Mosin rifle. Слишком скачет. Сейчас мы нашли еще опять одну пулю от гильзы, от патрона винтовки Мосин. Ну, видно, что здесь была военная дорога, что такие находки есть. Капсуль. Ну, гильзы кусочек с целым капсулем.
Значит, поломанная гильза тоже от винтовки Мосина. Тут даже будет виден год выпуска. Ну, что там? Опять мы видим винтовку Мосина, гильза. В хорошем состоянии. Да, почистить тоже будет видно даты изготовления. Даже по дате сможем узнать, когда здесь стояли войска. Шрапнель. With shrapnel. Как обычно. Какой-то винтовки. Тоже Мосин. Капсулы уже выставили. Oh, as you see, guys, weather conditions has been improved, and sun just appeared about 20 minutes ago, so it's getting a lot better for our search. It used to be a dugout here. There was the entrance, and dugout itself was in there actually. This one wasn't very big. Видно, здесь какие-то шли бои, потому что на кусочки металла видно попадание от пули. So another case, guys, from the Mosin rifle. Что это? Одна очередная гильза, правильно? Да, то же самое с таким же капсулем. Сейчас посниму. То есть, возможно, она была тоже в огне, правильно? Может быть. Я думаю, да. As you see, guys, cartridge cases are everywhere on this location. So it means the soldiers used to fire a lot. Oh, so Ryman's got another signal. Might be another cartridge case as well. Another one. Cartridge case. То же самое. As I told you, see, guys, cartridge cases are everywhere. То есть это означает, что солдаты стреляли очень-очень много, правильно? Или здесь какие-то были боевые действия, или здесь было что-то учебное, допустим. Учебная стрельба, что-то такое. Что-то как от прицела похоже. Something very small and very interesting. Это кусочек от российской гранаты, в корпусе была такая оболочка из таких квадратиков. И когда был взрыв, вот такими маленькими осколочками она разлеталась. Вот именно эти квадратики были как элемент для поражения. То есть они попадали в человеческое тело и наносили увечья, урон, правильно? Да, да. Угу. Всё было То так. есть мы думали, это кусочек какой-то от прицела, от винтовки, но это не так, правильно? Нет, это именно часть от гранаты. Ну, спасибо за эту информацию. Так, у тебя здесь тоже был сигнал, насколько я понимаю, да? Я тебя отвлек. Сигнал был. Ну, надо его искать. Что это такое? Был какой-то небольшой осколочек.
То есть военное железо, да? Да, Как ты говорил, наша земля насыщена военным железом. да. Сколько таких осколочков мы сегодня нашли, уже трудно сосчитать. Уже пошло на десятки, правильно? Да, видно, здесь что-то происходило. Hold on for a sec, guys. I hope you haven't forgotten about the item we found earlier. Let's rewind time and come back and see what was that. After talking with the guys and analyzing the whole situation after the hike, we all agreed that after finding these items, something in the forest got angry with us. As ill luck would have it, this time we forgot to bring treat for the forest spirit. So this time the forest spirit was offended by us and did not protect us, and perhaps even kicked us out. Let's continue to see and watch what came out of it. Осколок. Да, Ух ты. да, настоящий. Что это? Сейчас мы ее почистим, я скажу. Зацеп есть. Только ее надо... Ну вот сейчас наш коллега нашел такую небольшую прешку. Все зацепы есть. Только надо ее будет почистить. И если не ошибаюсь, потом подляжу дома, человеку скажу. Это прешка солдата-ополченца. Объясни нам, что это такие за солдаты-ополченцы были. Ополченцы — это те, кто уже были, ну, в общем, не призывались мобилизацией. Там уже были пожилые люди, после 40-50 лет даже такие вот. На чьей стороне они воевали? Ну, это чисто российское. Верно. Ну, хорошая находка, да? Давно таких не было у тебя, Раймонд, правильно? Ну, находка не для меня. Ну, у коллеги, да. Ну что, понравится с первой хорошей находочкой? Интересной. Это какая-то Пуговка. пуговка. Понятно только от чего. Раймонд, нужен твой взгляд эксперта, пожалуйста. Это пуговица от немецких, скажем так, нижнего белья кальсон. Кальсонов? Да. Что она может делать на русских позициях? Ну, видно, немцы здесь тоже побывали. Потому что позиции не менялись, да? Ну да, вполне возможно. Одни наступали, другие отступали и наоборот. Да, может быть, какая-то была разведка немецкая. Кальсонов. Ну, нет. Возможно, эти кальсоны сняли, что-то здесь произошло. Такие пуговицы часто попадаются. Да. Немецкая разведка. И русских увидел. Пришлось кальсоны снять. Да, то есть, да, испугали. Oh, it's getting storm actually. Oh, look at this. It's very windy. Попали в машину. I think, guys, we need to go back to the car. It's getting very dangerous in the forest. There's plenty of rotten trees, which might fall enemy. Luckily, we are very close to the car. 5 minutes ago it was sunny. It was great weather. Trees falling. It's very dangerous, guys. Let's run. Let's go. It's getting storm. Weather today is very unpredictable.
As you saw, it was rain, it was sun, and then just and then the storm started like in 10 seconds. You saw everything yourself. Ooh. Basically, we are back in our car. Luckily, it was like 100 meters away from our car. Вот так, да, бывает. Бывает хороший поход, хорошая атмосфера, и погода все портит. Прибалтийский климат. Прибалтийский климат, да. Ну, слава богу, все обошлось. К вечеру качает. Ветер, слава богу. Видел, там деревья падали. Да. Просто погода испортилась за сколько? За 10 секунд? Мы там немножко до туда и не дошли. Довольно близко. Ну вот здесь мы видим немецкие позиции. How deep the rabbit hole goes. Someone is living inside, some wild animals, I don't know, maybe foxes. Вот сейчас коллега нашел монету, 1869 год где-то. Ну, на этом месте когда-то был ТФЦ, дорога Санкт-Петербург-Варшава, стояли почтовые конные домики. Basically, it's very, very rusty. Well, sometimes you don't know where your actions may take you. Small changes in starting conditions can lead to vastly different outcomes. Do you believe in butterfly effect? We do believe. Many times in my videos I have urged you to follow simple rules when you're in the forest. But unfortunately we broke them rules ourselves. I noticed one pattern. Always when we release feeds for the forest spirit, then our hike goes without any problems. Then forest spirit protects us, let's call it that way. But this time we forgot to take any food with us. Well, and all fun started after we found the buckle of the Russian militia. I understand that everything looks good in the video, we were in a good mood, the weather has changed for a better, but still something was wrong. We started to feel some kind of pressure. Well, after we found the button, we told a few jokes and those jokes pissed something off completely. The weather changed literally in 1 minute. The hurricane ran in, trees began to fall, we could barely to make our escape. Well, you won't believe it, as soon as we left the forest, the hurricane immediately stopped and the sun began to shine. You may ask, what kind of connection the buckle of the Russian militia has to deal with the owl? I answered to you, when the hurricane hit, the tree fell down near the spot where we found the buckle. Just coincidence? Maybe not. So guys, be safe, do not break any rules and laws. Always remember about the butterfly effect, subscribe to our channel, like, comment, and see you in the next episode.